Здравствуйте, мужчины! Всех приветствую у себя в гостях. И сегодня посмотрим, какая женщина скоро будет с вами. Или вы помиритесь, или, может быть, карты покажут новую женщину и новые отношения. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Сейчас будет общий расклад, а для желающих обратиться за личным гаданием мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. А сейчас выбирайте. Будет два варианта. Ваша задача выбрать первый или второй. Если не отыграется первый, можете посмотреть второй. Итак, смотрим первый вариант. И здесь сигнификатор открывается достаточно сложный. Семерка мечей – это о том, что эту женщину вы знаете, то есть это не новая женщина, это женщина, с которой у вас сейчас очень крупная ссора. Вплоть до того, что либо она могла вас заблокировать или исчезнуть из вашей жизни. У кого-то даже может быть такая ситуация, что она собрала чемоданы и в принципе исчезла. То есть вы даже можете не знать, где она в принципе находится сейчас. Если же вы вместе, то однозначно, то есть она никуда не сбежала, не исчезла, не заблокировала вас, то все равно сейчас по первому варианту, вот те, кто выбрал номер один вариант, нельзя назвать ваши отношения хорошими. То есть вы или сейчас не разговариваете, даже если вы сейчас ходите по одной квартире, вы можете в принципе не разговаривать друг с другом. Или она может утром ушла на работу и поздно вечером вернулась домой. Так, что тут между вами происходит на сейчас? Смотрите, женщина здесь на самом деле, вот как бы она себя там ни вела внешне, да, здесь какая-то, знаете, такая прям лавина обид. Здесь женщина какая-то, может быть, она, кстати, у вас скорпион по гороскопу. Здесь женщина, которая, вы знаете, или в год змеи, например, родилась. Вот такое ощущение, что вот она как змея, которая, знаете, вот хочется впрыснуть яд в свою жертву, и в данном случае жертва, в ее понимании, вы. Знаете, вот есть такой типаж людей, и женщин, и мужчин, вот они такие язвы, такие колки, знаете, вот они все время ходят, ищут, вот как бы зацепить человека, вот как бы в него там впрыснуть яд. Вот как бы ему, знаете, как побольнее его уколоть. Вот здесь женщина, либо она в принципе такая вот шапокляк, знаете, как по, как это сказать, по своей сути. То есть у нее в принципе такой характер. Либо у вас сейчас какая-то такая ссора, знаете, вот после чего она вот ходит, дуется на вас, вот такая вся, типа, не трожь меня, отстань от меня, вот в таком формате. Причем не обязательно здесь прям какая-то серьезная ситуация. Здесь вплоть до того, что, например, смотрите, вот шестерка чаш выпала, а шестерка чаш это часто бывает, когда у женщины есть какие-то свои представления о любви. И, например, ей хочется, чтобы вы ей дарили цветы. Вот, например, для нее крайне важно там розы или, я не знаю, там пионы. И вот если она вас просит купить пионы, купите вы ей эти пионы, потому что для вас это может казаться какая-то ерунда вообще, да, потому какие-то пионы, еще там дуться из-за каких-то пионов. А для нее, ребят, это целая прям вот драма в жизни. Это, знаете, это как вот, чтобы вам было понятно, мужчины, например, любят что-то собирать, там, не знаю, там какие-то рыболовные снасти, крючки, вот кто увлекается этим, да, кто-то там увлекается машинами, там, кто-то еще чем-то увлекается. Для мужчины это прям очень важно и очень ценно. И вот представьте, приходит ваша жена, либо ваша любимая женщина, говорит такая, да все ты фигня, там, выкинь ты все на мусорку, это вообще ничего не значит. Понимаете? Вот каково вам будет? Вот здесь точно так же. То есть для вас могут быть ее просьбы о каком-то подарке полная фигня, а для нее это может быть повод прям для драмы. Ну типа, что ты меня не любишь, я тебе не нужна, и ты меня не ценишь. Вот первый вариант, где женщина вот прям обижена на вас, именно что-то связано с подарками, что-то связано с какой-то заботой о ней. Может быть, вы ей не дали денег там на что-то,
и она здесь вот прям, знаете, как бы очень сильно на вас обиделась. Значит, ребят, тут не идет речь о содержанках, о каких-то там проститутках, о каких-то там женщинах, которые там сидят и с вас прям там выскабливаться вас деньги. Нет, здесь вообще такого в первом варианте нет. Здесь идет речь о обычной, нормальной, адекватной женщине, которая вот просто реально на вас обиделась. И обиделась настолько, что, ну, она реально здесь могла от вас уйти. Ну, уйти не на совсем имеется в виду, а уехать к маме, или там, если есть своя квартира, уехать в свою квартиру, или там к подружке своей уехать. У кого-то даже могла снять квартиру, чтобы уехать. Знаете, как бы здесь женщина, которая вот, видимо, много раз эта ситуация уже у вас повторялась, и ее клемануло. Вот я называю вот такое вот положение, как то, что показывают карты, человека клемануло. Типа, ах, так, ты не хочешь меня понимать? Ну вот пока, все, теперь сиди и думай. А вот почему же я на тебя обиделась? Да, смотрите, тут женщина, которая, знаете, вот я всегда таких женщин называю женщина-драма. Потому что, ну, на самом-то деле, оно же яйца выеденного не стоит. Ну, приди ты скажи, да, слушай, я на тебя злая, вот за то и за то. Ну и, конечно, если вы тоже адекватный мужчина, который любит, то вы скажете, окей, ты хочешь пионы, все, давайте подарю тебе пионы, только, пожалуйста, давай мы перестанем с тобой сейчас ссориться. Или там, я хочу платье, окей, я тебе куплю это платье, там нет денег сейчас, куплю тебе на следующей неделе или там через месяц. Но скажите вы ей это. Потому что, ребят, здесь нет измен в первом варианте. Если у вас есть измены, это не ваш вариант, это вообще как бы не про вас. И в принципе помните о том, что это общее гадание, это не конкретно для кого-то из вас. То есть вы слышите, что вот что-то похоже на вас, делайте какие-то выводы, но не воспринимайте общее гадание как личное гадание. Для этого есть реально личное гадание. Контакты мои на экране, пишите. А по общему раскладу, если говорить, то тут, знаете, как бы женщина могла вообще-то вас уйти, потому что сама себя накрутила. Типа, ты вот постоянно делаешь одно и то же. Ты как будто издеваешься надо мной. Здесь вот про это. Да, видите, то есть я не хочу с тобой общаться, ты меня достал, ты ничего не меняешь, ты не меняешься, я тебе говорю одно и то же, а ты как бы вот меня просто не слышишь. Поэтому пошла-ка я делать какие-то реальные действия. Например, возьму-ка я от тебя уйду. Смотрите, королева мечей. Да, и аркан башни, видите, закрывает. То есть тут у женщины, и видите, еще расклад открылся арканом маг и закрылся арканом башней. Это про то, что, знаете, как бы женщина здесь может думать плюс-минус вот так. Ты меня не слышишь, ты не хочешь делать мне приятно, ты не хочешь делать то, что я тебя прошу, для меня это важно. Ты обесцениваешь то, что я тебя прошу. Поэтому я тебя уже 100 раз об этом просила, ты ничего не делаешь, никакие выводы ты не делаешь, ты не меняешь свой подход ко мне. Поэтому я готова от тебя уйти, уехать на неделю, уехать на полгода. Ребят, общий расклад, поэтому у каждого из вас тут будут совершенно разные сроки. Естественно, тут разные будут поступки ваших женщин, потому что у всех у вас каждая по-своему уникальная женщина. Поэтому тут не может быть какой-то вот один совет для тысячи мужчин и женщин. Поэтому думайте, если это ваш вариант, и вы его прям интуитивно выбрали и чувствуете, что он с вами резонирует, то тут надо найти ошибки, тут надо понять, что же она от вас так требует много уже лет, ну, или у кого-то много месяцев, и это надо понять, найти какие-то общие точки соприкосновения и помириться, потому что тут женщина не просто истеричка, тут женщина действительно обиделась на какой-то ваш поступок по отношению к себе. Поэтому тут, как говорится, думайте, господа. Кто не может сам додуматься, обращайтесь ко мне за личным гаданием. Мои контакты на экране. Просьба не звонить, только писать. WhatsApp, Viber или Telegram. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и мы переходим к двоечкам. Так, двойки. Тут у вас шестерка пентаклей. Смотрим. Что это тут такое и о чем тут пойдет сейчас речь? Угу. У двоек тут еще нет отношений, это новая женщина. Да, вот она вышла с собственной персоной. Королева чаш. Значит, королева чаш – это светлый цвет волос, светлый цвет глаз.
рост 160-170 сантиметров. У кого-то может отыграться по знакам зодиака. Это рыбы, это раки и это скорпионы. Отношения на сейчас, они больше как приятельские или как дружеские. Кто вы вообще друг другу, в принципе, тройка чаш. Ну, смотрите, вы можете быть в одной... Кстати, знаете, у кого-то может отыграться что-то вообще бывшая какая-то там жена или бывшая женщина, девушка, кого-то из ваших друзей или из ваших деловых партнеров. Ну, то есть, как бы они уже точно расстались, и там уже точно ничего нет. Но эта барышня, она может, знаете, как вам подмигивать и посылать такие флюиды, типа, ты мне нравишься, парнишка. Поэтому здесь ищите свой вариант. Здесь может быть бывшая вашего друга, и ваш друг точно вообще никаких не имеет претензий к ней. И если бы вы были вместе, то он бы точно не имел бы ничего против. То есть между ними там могут быть нормальные, у кого-то даже отличные отношения, типа мы просто друзья, мы точно не претендуем друг на друга. У кого-то ваша соседка может быть, у кого-то, может быть, вы занимаетесь в какой-то группе, ну, например, ходите вместе в спортивный зал, часто пересекаетесь в одном зале, кто-то, может быть, не знаю, на какие-то курсы ходит, на какие-то тренинги, может быть, вы на бокс ходите, там, на пилатес ходите, вот вы часто сталкиваетесь друг с дружкой, часто можете там на баре в том же спортивном зале сидеть, пить коктейли, общаться. Ну, вот в таком формате. То есть тут еще пока ничего нет. Также сюда подойдет, что вы могли познакомиться на сайте знакомств. И сейчас, ну, вряд ли вы тут только переписываетесь, хотя, может быть, и у кого-то и так отыграется, но больше здесь будет отыгрываться, что вы уже виделись, то есть тут уже было свидание, и вы здесь друг дружке понравились. У кого-то, кстати, может отыграться, что она сейчас в разводе, или она как бы живет со своим мужем, с которым она вот как бы по какой-то причине она не может сейчас развестись. Но при этом она действительно свободна. Ну, то есть как бы у мужа там своя личная жизнь, у нее своя личная жизнь. Но официально они здесь могут быть женаты. Опять же, причин здесь целая куча. Может быть, там, чтобы не будоражить родственников, может быть, чтобы не будоражить там их окружение, там, может быть, из-за квартиры, из-за недвижимости, еще из-за чего-то. Ну, то есть, короче говоря, им официально почему-то выгодно пока что быть женатыми, но отношений здесь реально нет. Поэтому у многих из вас вот как бы такая может быть история, что женщина прямо вам в лоб говорит, что у меня с ним ничего нет, там хочешь вплоть до того, что я могу тебя с ним познакомить, привести тебя в квартиру, и ты сам увидишь, что как бы мы не живем как мужчина и женщина, мы просто как соседи или как друзья. Так, что она от вас хотела бы? Смотрите, как вы ей нравитесь. Король, ух ты, слушайте, вы тут для нее прям двое мужчин в одном лице. Вы тут и такой, знаете, и мужественный, и такой прям сильный, и при этом чувственный и нежный. Вот такое ощущение, что вот прям в вас в одном совмещается несовмещаемое. Вот как будто, знаете, взяли брутала и взяли чувственного поэта, и вот их взяли вдвоем, соединили вместе. И женщина в шоке, типа, а что, так бывает? Это, знаете, как взяли какую-то красотку, представьте, вы познакомились с сексапильной какой-то красоткой, и тут, оказывается, она великолепно готовит, она просто офигенная хозяйка, и при этом она еще и классная мать, и при этом она еще офигенная жена в постели. То есть вы такой в шоке, в смысле, а что, так бывает? Вот здесь такая же картина. То есть женщина здесь конкретно на вас запала, здесь женщина конкретно, знаете, как... Да, она пытается себя контролировать, она пытается себя держать в руках, но смотрите, 4 жезлов – это семейная карта. То есть это про то, что женщина здесь нацелена все-таки на создание семьи. Если она здесь замужем за другим человеком, как я уже и говорила, то здесь отношений нет. То есть их какая-то выгода пока что держит вместе, но на будущее она планирует точно разводиться. И здесь она, конечно же, хочет семью, то есть со следующим мужчиной, в данном случае с вами,
Ну, если исключительно, если вам этот расклад, вы слышите, что он резонирует с вами. Если не резонирует, то, естественно, не с вами. То здесь, конечно же, женщина думает о создании семьи. Есть какие-то заковырки, какие-то подозрительные штуки, на что стоит обратить внимание? Ну, смотрите. Если она свободна, то здесь женщину может смущать у кого как. У кого-то из вас отыграется, что ее может смущать, что у вас недостаточно денег. Ну, например, она более успешна, чем вы. Ее это реально может смущать. Ну, типа, а как отреагируют мои родственники, а как отреагирует мое окружение. То есть ее это может напрягать. А у кого-то может быть наоборот. Здесь про то, что у вас может быть гораздо больше денег, чем у нее, и ее это как бы смущает. Ну, типа, а как себя с ним вести, а как вообще с ним быть, а вот у него такой уровень, а вот у нее не такой уровень, а что он обо мне подумает, а вдруг ему такая простушка, как я, не нужна или неинтересна, или он там привык к каким-то вообще, не знаю, там, супер женщинам, каким-то элитным барышням, а тут вот она такая, да, и вот ее это может очень сильно смущать. Напоминаю, почему у всех разное, потому что меня смотрят тысячи мужчин. У каждого мужчины своя женщина. Поэтому вы должны понимать, что это общий расклад. Здесь все женщины разные совершенно, и все мужчины, которые сейчас меня слушают, совершенно разные. Поэтому, естественно, на всех тысяч натянуть один вариант не получится. Поэтому вы должны это понимать, что здесь нужно брать только то, что с вами резонирует. То, что не резонирует, значит, не для вас эта информация. Так, ну что могу сказать, двоечки. В принципе, здесь женщина, у кого отыграется, что она свободна, то здесь она настроена на то, что она хочет с вами серьезных отношений. То есть пока здесь у вас только-только завязывается, но здесь женщина настроена на что-то настроена, смотрите, на императора и на тройку жезлов. Да, здесь вы ей очень нравитесь. Здесь она, конечно же, хочет с вами продолжения отношений и хочет завязывания отношений. Поэтому двоечка здесь очень хорошая получилась на самом деле. На этом двоечке все. Вот такой был ваш вариант. Кто хочет ко мне обратиться за личным гаданием, обращайтесь. Мои контакты на экране. Просьба не звонить, только писать в WhatsApp, Viber или Telegram. Кому понравился расклад, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. А я с вами прощаюсь. До следующих встреч. Всем пока.